Ну, сколько же восторженных возгласов про вот этот вот инвертор, который прям все восторгаются. С чистой синусоидой у нас упала шайба. Не страшно, сейчас поднимем. С чистой синусоидой. И есть они там и за 1800 гривен на Алиэкспрессе, и чуть дороже этот за 3,5, потому что это 5 киловаттный. Некоторые их в обзорах преподносят, как будто 5 киловатт вытягивает, но нет. Сегодня мы с вами рассмотрим в обзоре один из самых честных инверторов, при этом один из самых лучших инверторов, подтвержденных, скажем так, ну действительно тысячами положительных отзывов жителей Украины при использовании инверторов для обеспечения питания, например, котлов, либо еще каких-то электроприборов, от обыкновенных аккумуляторов, либо от литий-железофосфатных аккумуляторов. У меня здесь стоит Redodo, кстати, ссылки могу вам накидать. Это проверенные аккумуляторы, это литий-железофосфатные с глубоким разрядом, с BMS-контроллером, все хорошо, все классно, но давайте так. Вот этот вот инвертор 5-киловаттный, честный инвертор, но со всеми вот плюшками мы сейчас поговорим, его минусы на канале Технозон. Поехали. Ну и смотрите, начинается у нас цена с 1300 гривен, я вам говорю сразу, я для Украины покупал. И это у нас за 1000-ваттный инвертор, но не думайте, что вы здесь получите киловатт именно выходной мощности постоянной. Нет, сейчас все разберемся, сколько, какой выдает. 1600 гривен, 1600 ватт, 2,2 киловатта у нас стоит 200, и 2,5 стоит 3000 ватт, и 4-киловаттный стоит 369. Я покупал сразу дорого, богато, говорю вам сразу, 3,548, но барыги в Украине просят за него X2, то есть они в 2 раза умножают цену, поэтому покупать конкретно выгодно на Алишке. Дошло оно к нам за 2-2,5 недели, без растаможки залетело, все забрал и пользуюсь. Как вы видели, мы реально им пользуемся. Дальше. Есть 24-вольтовая версия, она немножко дороже, буквально на 100-150 гривен. Если вы думаете, что 24 вольта для чего, то мы используем, ну, например, вот такой вот Redodo, я использую аккумулятор, он с BMS контроллером, можно заряжать, все классно, его мы используем, 1,2 киловатт-час у нас емкость получается, и можно ведь купить и 24 вольта 100 ампер, это получается 2,4 киловатта, и тоже с BMS контроллером, но, чтобы вы понимали, инвертор 12 вольт можно подключать только к 12 вольт батареи, и инвертор 24 можно подключать только к 24 вольтовой батареи, то есть тут главное не перепутать. Какой аккумулятор использовать вы можете на свой выбор, но я использую Redodo, одни из самых лучших литий-железофосфатных аккумуляторов. Я вам ссылки покидаю в описании под видео, с учетом того, что можно в Украину заказывать с нулевой растаможкой, прямо прямую доставку делать. Чем заряжать? Сейчас мы перед тем, как пойдем дальше, чем заряжать аккумуляторы, я использую такой вот смарт-зарядник 20-амперный. Стоит такой 20-амперный, ну это 10-амперный, я вам кину в описании под видео, стоит в среднем 600-800 гривен. Я вам кину 20-амперный зарядник в описании под видео, можете, пожалуйста, пойти посмотреть. На Redodo, кстати, ну очень дорого, есть даже 40-амперные зарядники, но ладно, возвращаемся к другим каким-то моментам. Сколько же можно получить вообще выходной мощности на этих инверторах? Нет, не 5 киловатт я на своем получу, здесь есть даже расписание. Ссылку я закину в описании под видео, можете пойти посмотреть цену для вашей страны. Если вы смотрите на английском языке это видео, у нас есть английская дорожка для этого видео, она переключается в настройках YouTube, то, пожалуйста, 1000-ваттный у нас выдает 500 ватт, 1600-800 ватт, 2,2 киловатта 1100, 3-киловаттный пиковый 1500 и 4-киловаттный 1600. Чтобы вы понимали, 5-киловаттный тот, который у нас декларирует 2 киловатта постоянной мощности, то есть это пиковые 5, но давайте так, по факту мы сейчас проведем тесты, мы покажем, по факту я вам сразу говорю, с учетом ее тока, который потребляет сам инвертор для своей жизнедеятельности, и с учетом потерь преобразования, это 1,6-1,7 киловатт честных, вот это вот честно. Насчет синусоиды тоже покажу, мы заморочились, попросили там нашего ремонтника, он нам проверил ну, мы повезли к нему инвертор, он проверил на осциллографе, все нормально. Поэтому давайте так, мы сейчас, вот эти ссылки накидали в описании под видео, подписывайтесь, нажимайте колокольчик, а поехали потестируем дальше. Смотрите, я уже ее подключил к нашему аккумулятору. Сразу говорю, вот эти вот провода, ну, давайте я откручу, чтобы вы увидели. Вот эти вот провода, они оставляют желать лучше. Сами по себе
изоляторы хреновые, вообще их сразу под замену. Кабель сечением где-то 4-4,5-5, сейчас, потому что он здесь расплющен, трудно сказать. Сами по себе изоляторы фигня, лучше, конечно, изоленту использовать синюю, чем вот эту вот фигню. Кабель греется, допустимо греется, ну, если вы знаете, то рабочая температура кабеля, да, там до скольки, до 70 с чем-то может достигать. Блин, конечно, перчатки у меня сегодня модные, но это ладно, со статикой проблемы, честно говоря, поэтому приходится мне немножечко беречься. Я не могу прикасаться к металлическим предметам, меня бьет постоянно током, даже вообще полностью отключенным от чего-либо. Меня видно или одежда веселая, или что-то еще. Спереди у нас, смотрите, розетка. Есть у нас включение-выключение и вот такой вот информативный экранчик, который показывает приблизительный заряд аккумулятора, потому что он основывается на замере вольтажа, который выдает аккумулятор. Здесь у нас наклеечка, мы видим, что есть 12 вольт, ну мы с вами уже обсуждали, 24 вольта есть. И здесь, видите, написано повторяющаяся мощность 2 киловатта, то есть до 2 киловатт, и пиковая мощность 5 киловатт. То есть если вдруг будет какой-то пиковый скачок, то по идее до 5 киловатт должно взять, 220 вольт, 50 герц. Изначально у нас возник вопрос по чистоте синусоиды, то есть насколько она здесь честная. Вы видите, здесь у нас там экранчик, мы пошли к нашему ремонтнику, говорим, давай быстро замеряй, и он нам показал, что здесь чистая синусоида, все хорошо с этим инвертором, все честно, 50 герц выдает, да, и при этом тестировали под нагрузкой. Для того, чтобы понять, насколько наш вот этот вот инвертор будет честно работать, мы, конечно же, включаем нашу розетку, он показывает киловатт, но у нас наша розетка с мониторингом. Давайте сейчас обновятся данные, и мы посмотрим. Оп, 1095 ватт на 230 вольт, 230-239. Давайте включаем вот эта штука, она выдает ровно киловатт на единичке и 2 киловатта на двоечке. Но здесь уже мы видим, что мы видим с вами, что он берет, вот здесь показывает у нас 1,6 киловатт. И здесь у нас он показывает 1,7. То есть 1,7 киловатт до 2, само собой, это сюда берется 2 киловатта, берется минусуется ток холостого хода, и остаточная мощность у нас остается уже на самой розетке. То есть вы должны это понимать. А в режиме реального времени он не показывает разряд аккумулятора, потому что все опять же идет зависит от самого тока аккумулятора. То есть это когда вы выключите, например, смотрите, мы выключили, и мы увидим сейчас с вами, сколько у нас приблизительно заряда аккумулятора осталось, когда он нащупает его, скажем так, вольтаж. Смотрите, охладители, мы слышим охладители, они работают, в принципе, громко. Достаточно громко. Вообще, мы сейчас проведем с вами еще один тест. Я вам объясню, для чего я использую именно эту сборку с литий-железофосфатной батареей. Я увеличиваю емкость своей пауэр-станции All Powers R4000. И, конечно же, я вам сейчас проведу тест, мы поедем с вами, я включу котел в своем доме, через него я покажу, что стартует котел, это обязательный тест, скажем так, на токе. То есть, но это один из самых лучших, один из самых честных и самых дешевых из качественных инверторов. То есть инвертор можно брать. Для чего мы используем, поговорим дальше. Ну вот вам и, пожалуйста, смотрите, как мы увеличиваем мощность. Мы подключили просто-напросто от инвертора зарядку вот этой вот пауэр-станции. Так как она позволяет и брать, и отдавать сразу, это All Powers R4000, 3,5 киловатта емкости. Честно говоря, я предпочитаю, конечно, собранные решения, потому что вот эти сопли, они меня раздражают. Но то, что инвертор у нас выдает нормальные вещи, это факт. Давайте мы посмотрим, сможет ли он 2 киловатта честных взять. Я сейчас переключу в фаст режим нашу пауэр-станцию. Мы посмотрим, на какой мощности, следи, он уйдет в перегруз. Следи за инвертором. Сейчас посмотрим, на скольки он уйдет в перегруз. И поймем, сколько максимально он отдает. 1,7, да, все. 1,7 киловатта это максимально, что он вытягивает в повторяющиеся мощности. То есть, мы показываем правду. И я вам сразу сказал, что здесь не 2 киловатта, а 1,7. Поехали, подключим котел. Ну, смотрите, я сейчас на даче, света нет, а котельчик-то работает. Вообще я, конечно, использую All Powers R1500, но я вам специально включил вот этот вот инвертор с правильной синусоидой. Мы видим, что у нас сейчас он работает конкретно от аккумулятора. Все работает. Давайте включим горячую воду. Давайте он сейчас пройдет зажигание.
Все, а вот там горение пошло уже. Оп, и горячая водичка пошла. Суперово. Слушайте, ну, что я могу сказать? Подходит по чистой синусоиде, и к котлам, и ко всему остальному. Холодильникам я бы вот на такой инвертор холодильники не вешал. Хотя работает у людей. Я больше холодильники предпочитаю через пауэрстанции пускать. Ну, а в общем-то мы можем уже пройти и сделать выводы. Ну что, природа, там рыбаки, а у нас вот такой вот сетапчик. Мы как раз по кофеечку заезжаем. Кофеварочка работает. Все нормально. Конечно, мы его уже почти разрядили, там 13,1. Не почти, еще есть заряд. Мы сегодня много чем пользовались, много чего ездили. Я вам скажу, хорошо подходит для выездной. Каких-то моментов вы увидели, что мы подключаем котел от отопления. Если, допустим, в определенной последовательности подключать аккумуляторы для увеличения его емкости, вот такие вот аккумуляторы железофосфатные, подключить для увеличения емкости, то можно вообще там замонтировать вот этот вот инвертор на стену и организовать какое-то уже более стационарное подключение. Конечно же, это не самое универсальное решение. Я больше приверженец пауэрстанций, но это имеет место быть. Инвертор честный, с честной синусоидой. Мы рекомендуем. Очень много положительных отзывов. Поэтому ссылки в описании под видео. А с вами был Бабл на канале Технозон. Горячий такой. Пока.